Ребят, всем привет! Сейчас на канале в большинстве своем вы заметили, наверное, были какие-то новостные ролики, то есть мы с вами смотрели на тонком те события, которые происходили в мире касательно ядерных ударов и всего. И я старалась не пропускать, потому что, то, что происходит сейчас, волнительно. Но, тем не менее, все-таки мой канал, он посвящен по большей степени саморазвитию, посвящен мышлению и тому, как нам выбираться из каких-то ловушек мышления, которые нас загоняют в то, что мы не можем жить так, как мы хотим, то есть загоняют нас в клетку разума. И поэтому мы все-таки будем разбавлять контент. Я знаю, что сейчас очень много происходят события, которые можно, я не знаю, хоть каждый день что-то, да, сейчас можно комментировать, смотреть все, но тем не менее хочу также не упускать важность именно и моментов, связанных с работой над собой, поэтому я решила продолжить тему, на которой мы остановились по саморазвитию. Это денежное мышление, то есть так называемое. Вы здесь вряд ли услышите то, что там говорят какие-то коучи или что. Я буду рассказывать чисто свою историю. Вы мне в комментариях написали, что хотели бы услышать ее, то есть то, как я вообще шла свой путь по именно восприятию, да, денег, восприятию финансов, восприятию инструментов для достижения определенных целей в жизни, и рассказала вам то, как у меня это формировалось. То есть здесь будет чисто моя история. Я знаю, что многие люди, которые там пытаются якобы там говорить, что финансовое мышление, там, да, все эти коучи, они используют в своем роде при своем подходе, да, к тому, чтобы там вешать какую-то лапшу на уши людям, момент нарциссического так называемого маркетинга, где они вам показывают дорогие сумки, показывают вам какие-то лакшери-сцены, какой-то смотрите, там я там сорю деньгами направо, налево, вот я на фоне красивой машины, вот я на фоне каких-то букетов, там еще что-то, и они как бы говорят, вот так, как у меня, я прям сорю деньгами, я имею право об этом рассказывать, да. Я вообще считаю, что весь этот нарциссический маркетинг — это просто убийство на самом деле людей, их самооценки, и вообще этот маркетинг, он дает такое, знаете, нарциссическое, даже, я бы сказала, паразитическое мышление просто на потребление. То есть, когда человек не задумывается о духовном, а задумывается только о потреблении, задумывается о какой-то типа там сладкой картинке, обертки жизни, но я ни одного человека, если честно, не видела счастливым, который бы говорил, там все лакшери на лакшери, да, у меня там все прям идеально. То есть в большинстве своем это все картинки, на которые людей просто как знаете, как на какой-то крючок, как на какую-то приманку, да, рыбу ловят, туда приманку сыпят, там какого-то червячка нанизывают, да, чтобы рыбка клюнула и попалась. И в большинстве своем этот нарциссический маркетинг, он на это и настроен. Просто на создание такой картинки, почему бы там должны слушать кого-то. Я в своем рассказе нарциссический маркетинг использовать не хочу, но хочу сказать, что в принципе, да, тоже, наверное, рассказать о себе, что почему моя точка зрения и мое мышление, денежное так называемое, или как хотите называть, то есть мое мышление, я даже не люблю из-за того, что эти нарциссические маркетинговые, я не знаю, блогеры просто настолько уже превратили это все в какое-то, не знаю, сыпание бисера, да, просто везде там рассыпание. Мне на самом деле даже неприятно говорить словно денежное мышление, хотя я считаю, что это все-таки финансовое мышление. Наверное, я его назову лучше так, финансовое мышление, потому что финансовое мышление это уже больше говорит о каком-то серьезном мышлении, то есть не просто там раскидывание деньгами, а действительно продумывание чего-то, да, продумывание того, как я буду жить, продумывание того, что мне там покупать и так далее. То есть финансовое мышление — это аналитика, это
мышление именно на получение какой-то, ну, я не знаю, не то чтобы прибыли, да, но на том, чтобы деньги распределить как-то хорошим способом. Так вот, у меня это всегда получалось, то есть с самого детства я могла распределить, грубо говоря, так деньги, чтобы у меня хватило на какие-то мои необходимости, то есть, да, и при этом еще, чтобы у меня копейка к копейку все сложилось. Даже в свое время, то есть, я хотела стать бухгалтером, вот, отучиться где-нибудь на финансы, то есть заниматься вот какими-то там сводками расчетов, математикой, мне это очень сильно нравилось, то есть математическое мышление, оно у меня само по себе есть. Но финансовая грамотность, так называемое, или финансовое мышление, это не только математика, но и определенный образ мысли. Я в свое время, ну, я, наверное, собой горжусь, потому что я в этом преуспела, я считаю, у меня не было богатых родителей, я ребенок, который родился в 90-е, ну, кто помнит то время, кто его застал, те прекрасно знают, что это такое, да, это я тот самый человек, который помнит в своем детстве, каково это, когда у тебя в доме из всего съедобного есть только булка хлеба и самодельный майонез, вот, и больше ничего, да, ну и чай еще, наверное, заварка, вот, и на этом как бы вот как хочешь, так и живи. Поэтому я не скажу, что там мне особо помогали, или я там тот самый ребенок, которому мама там с папой купили машины, квартиры, или еще что-то, нет. Я всего добилась сама. Вот, у меня там не было богатых мужчин, которые бы мне дарили там машины, там квартиры и так далее. Я никогда на это, как бы, мне это даже не было интересно на самом деле никогда, потому что я как-то всегда рассчитывала на себя, и мне было интересно добиваться всего самой, и как бы в плане саморазвития именно, и в том числе финансового, да, развития, интересно было самой как-то вот анализировать, да, по деньгам, во что вкладывать деньги, как копить и так далее. Мне это всегда, ну, не то чтобы нравилось, но я в этом плане ни на кого не рассчитывала. Могу сказать, что у моих родителей особенно этой финансовой грамотности какой-то тоже не было. Так что сказать, что это все мне там передалось от родителей, или я это подсмотрела там где-то у родителей, тоже нет, по сути. Вот. И к чему это я все, да? Тем не менее, несмотря на это все, я 23 года сама купила машину, причем я ее купила наполовину в кредит, половину же от стоимости я просто накопила от своей зарплаты, которая на тот момент была не такой уж и большой. До этого я себе всегда за наличку покупала телефоны, ноутбуки, то есть какие-то вещи. То есть у меня никогда не было такого, что я покупала там в кредит какие-то мелкие вещи, но и машину я купила в кредит по одной единственной причине. В принципе, я могла и накопить, я думаю, и на машину со временем, но мне нужно было, опять же, вот этот момент финансовой грамотности, да, то есть это мысль, которая идет вперед, далеко вперед. Я брала кредит на машину с одной единственной целью, мне нужна была хоть какая-то кредитная история, потому что я ни разу до этого не брала кредит, потому что я уже на тот момент, то есть это мне было 23 года, я созрела на то, что я хочу купить квартиру, то есть в ипотеку как-то что-то, и у меня уже на тот момент 23 года были определенные планы сложены в голове о том, как купить там, допустим, квартиру сначала маленькую какую-нибудь там, либо студию, либо однокомнатную, и дальше расширяться. На данный момент многие скажут, что, возможно, да, я там после того, как у меня уже YouTube-канал появился, я там обзавелась какой-то там недвижкой или еще с чем, но по сути нет. Вот до YouTube еще я, то есть когда это, ну, где-то в 30 лет, то есть, да, вот 30 лет, у меня уже только 31, да, 31 мне исполнилось, вот тогда у меня появился YouTube, но до этого времени я поменяла несколько машин, то есть 3 машины, по-моему, на тот момент я уже сменила, и мы с мужем уже на тот момент приобрели несколько квартир. Вот, при этом, что ни у меня, ни у мужа особо там супер средств или там супер зарплат или еще чего-то не было.
Поэтому я считаю, что, в принципе, я являюсь тем человеком, который может рассуждать о моментах денежного мышления, финансовой грамотности, да, и того, как именно подход мысли к материальному очень сильно влияет на то, как ты вообще и получаешь деньги, да, то есть как они к тебе приходят, ну и манеры того, как ты их тратишь тоже. Поэтому, ну, такое, извините за долгое предисловие, я не умею сыпать бисер на самом деле, кто меня давно смотрит, да, мой канал, я очень часто рассказываю, но я очень часто, мало точнее, да, очень часто рассказываю какие-то вещи интересные о саморазвитии и так далее, но я очень мало рассказываю о себе, тем более у меня нет не знаю, это супер скилл такой или чего, да, я сама не люблю какой-то вот агрессивный нарциссический маркетинг, ну и я, в принципе, очень мало рассказываю о себе в плане там, наверное, каких-то своих достижений или того, чем я там владею, какие там у меня сумки, какие там у меня там машины, что там у меня кого, но на самом деле я не вижу смысла, да, где-то в этом, в том, чтобы рассказывать, какие там, чего у меня сумки, но, по сути, я не живу там без брендовых сумок тоже, хотя я и не понимаю, зачем-то покупать какой-нибудь Dior за 200 тысяч или еще что-то, да, просто когда эти деньги можно вложить во что-то более хорошее, и я достаточно, ну, вот когда наблюдаю за какими-нибудь такими видосиками, где человек стоит такой, говорит, вот я там, значит, мне нужно Cartier, мне там нужно, значит, какая-то брендовая сумка, мне там нужно еще чего-то. Я такая думаю, ну, это вот это не денежное мышление, это мышление потребления, да, вот, которое на самом деле, ну, не ведет к большим финансам, не ведет к реализации больших финансов и так далее. Как сказала одна женщина, вот, которая у нас в России считается самой богатой женщиной, это Бакальчук. Вот, когда ее спросили, где вы одеваетесь, да, она сказала, я одеваюсь здесь же на Вайлдберрисе. Вот, поэтому я считаю, что у нее очень грамотный подход к этому, и она понимает, уж она-то точно понимает смысл в том, что такое вообще финансовое мышление или финансовая грамотность, и как грамотно тратить деньги для того, чтобы все получать, то, что ты хочешь от жизни. Вот, и давайте уже, ладно, от предисловия перейдем к сути, вот, потому что я хотела на самом деле сказать этим всем то, что, ребята, мысли потребления, да, или мысли того, как бы мне потребить там много чего, они не ведут к тому, что у вас будут появляться деньги или что вы сможете реализовать все, что хотите. На самом деле это будет вести только к растратам, к тому, что у вас просто эти деньги будут уходить сквозь пальцы, и вы не сможете ими управлять. То есть все вот эти вот нарциссические, так называемые, моменты мышления, вот, что я там хочу какой-нибудь Dior, я там хочу какой-нибудь Cartier там или еще что-то, они ведут только к потреблению, но не к моменту реализации. Так вот, давайте тогда перейдем к иному мышлению, да, к тому мышлению, которое вам предложу я, то есть обдумать, и насколько оно вам окажется близко, я расскажу только о своем опыте, вот, потому что я на самом деле не читала, как я раньше вам говорила, никаких там финансовых книг, грамотности и так далее. Меня, кстати, спрашивали, какой там человек, да, с кем у меня очень сильно похоже мышление в плане финансовой грамотности. Могу сказать, кто хотел спросить, Игорь Рыбаков. Есть такой, он блогер, вот, у него есть блог на ютубе, кому интересно, посмотрите. Вот он очень много
много как раз-таки там дает советов, в том числе о мышлении там бедных людей, он говорит о том, как там копить деньги, как еще что-то, хотя вот именно с моментом накопительства у меня немножко с ним расходится, потому что я коплю вообще по-другому. Вот, деньги, но тем не менее он там говорит очень много о мышлении, которое действительно работает, то есть которое действительно ведет к тому, чтобы реализовать что-то, что тебе хочется в жизни, то есть говорит о мышлении, которое превращает деньги в инструмент для того, чтобы получать что-то, что ты хочешь. То есть это как раз-таки правильное мышление, не то, что хочу Cartier, хочу еще что-то, да, то есть что само по себе является просто потребительством этих денег, а когда деньги становятся инструментом для того, чтобы, допустим, реализацию какого-то, я не знаю, проекта сделать, да, вот, допустим, я хочу там построить дом своей мечты, или я хочу там реализовать еще что-то, да, какие-то свои цели, там, бизнеса, какие-то идеи, там, еще что-то, то есть расширять себя, а не расширять свое нарциссическое вот это вот эго, да, что ты такой идешь, садишься там, я не знаю, в автобус, зато в норковой шубе, то есть, ну, знаете, такое себе. Так вот, и здесь говорится о именно самодостаточном мышлении, то есть когда человек именно строится из самодостаточного момента, то есть девочка, да, которая, допустим, рассчитывает на себя, на свое мышление, на свое все, и где она реализует себя, а не ждет, пока там я вот такая вся хорошая фифа, которая только вот любит тех людей, которые юзают iPhone, да, и при этом я сижу, жду, когда придет какой-то там папа и мне там все накупит и так далее, а я вот такая вот вся крутая, и этому меня научил какой-то там человек, который якобы психолог по финансовому мышлению. Ну, здрасте, до свидания, это все инфантильная позиция, где человек абсолютно не самостоятельный и ищет просто, ну, куда бы переложить свою ответственность. И это не за здоровую психику, не за здоровое мышление и не за здоровую личность, да, не за здоровый именно внутренний момент. Мы сейчас не говорим о том, что там должен мужчина, что должна женщина, мы говорим про именно финансовую независимость, да, какую-то, и про финансовое мышление, которое человека не делает в зависимом положении. Так вот, наверное, если говорить про меня, то я даже, будучи подростком, особо никогда не рассчитывала на родителей, что вот родители что-то там дадут, купят и так далее, тем более, ну, у меня достаточно сложный, во-первых, момент был, опять же, с родителями, где мне очень часто приходилось где-то подрабатывать, и я, наверное, работать начала, то есть в момент того, что я хотела выбраться из-под финансовой зависимости, у меня начался где-то лет в 13, может, даже, ну, тогда я особо там, если где-то подрабатывала, то так, это была ерунда, то есть, может, где-то знаком там была тетенька знакомая, вот, она как бы работала, у нее был свой как маленький ларечек такой с крупами, вот, я ей помогала, она мне там копейки какие-то платила, но тем не менее это были мои первые деньги, и я уже понимала, что вот эти деньги я могу их куда-то распределить. То есть первое мое мышление, даже детское мышление, уже было не на то, что вот мне там достались какие-то деньги, и я там побежала быстрее тратить это на чупа-чупсы, а именно о распределении денег, то есть вот у меня появились какие-то свои собственные деньги, куда мне их рационально потратить. И здесь очень важно, ребята, вот я очень часто говорю о том, что мы должны знать, чего мы хотим. Я очень часто вам говорю о том, что когда мы начинаем изучать себя, начинаем там избавляться от подключек, избавляться от какого-то вот такого негативного, навязанного, да, мышления, навязанных желаний и так далее. У меня, кстати, есть целое видео на канале о навязанных желаниях. Меня спрашивали, как отличить свое от навязанного, да, и вот здесь очень важно, потому что для того, чтобы начать правильно, да, обращаться с деньгами или с своими ресурсами, потому что деньги — это так или иначе ресурсы, то есть это не что-то такое, что происходит извне,
извне и уходит в никуда. Очень многие люди, они воспринимают деньги как, я не знаю, что-то, что вот какое-то, я не знаю, волшебное, но не им принадлежит, вот что дал бы кто-нибудь мне денег, или вот появились бы у меня деньги, как будто деньги это что-то далекое, да, что они не могут контролировать. По сути, очень часто, то есть, когда люди относятся к деньгам как к чему-то, что они не могут контролировать, когда они там говорят, типа там, боженька, пошли мне денег, да, или говорят, вот там есть какой-то финансовый поток, который сейчас на меня не спадет, то есть у которого мне надо выпросить, чтобы мне эти деньги пришли, или что же мне такого надо сделать, чтобы эти деньги у меня появились, это уже говорит о том, что вы не в ладах с деньгами, и здесь дело не в волшебном финансовом потоке или еще о чем-то подобном, нет. А здесь дело в том, что вы считаете, искренне считаете, что деньги это то, что вы не можете контролировать. И когда вы воспринимаете деньги как что-то, что не поддается вашему контролю, как что-то, что не принадлежит вам изначально, то есть сами проанализируйте этот момент, попробуйте глубже его обдумать, если вы за собой заметили хоть что-то из этого, то есть если вы как бы говорите о том, что есть кто-то, кто эти деньги контролирует, и этот кто-то может вам этих денег отсыпать, а может не отсыпать, и есть кто-то, кому эти деньги принадлежат, но я это лишь тот, кто может подойти, грубо говоря, с какой-то чашкой там или с шапкой, да, вот к этому кому-то, у кого есть контроль над этими деньгами, и ему там сколько-нибудь отсыпят, и на том спасибо, да, как краюшку хлеба подали, и на том спасибо, вот я наконец-то получил их, то есть, да, но это мне как бы типа подарили или типа дали или что-то такое, то здесь уже очень большая проблема в мышлении, потому что вы не учитываете то, что деньги это в первую очередь ваш ресурс, то есть, что деньги это эквивалент вашей силы, отдачи, да, того, что вы делаете и так далее, то есть, что деньги это как что-то, что не принадлежит вам, а принадлежит обществу, там, каким-то людям, еще что-то, финансовым потокам, боженьки там и прочее, но не вам. И тогда вы никогда не сможете с этими деньгами как-то соприкасаться, как-то их контролировать, как-то их правильно тратить, потому что вы не считаете себя тем, кто ими, грубо говоря, даже не то чтобы управляет, а кому они принадлежат. То есть до последнего это очень тонкая грань в мышлении, на которую надо обращать внимание. То есть когда вы получаете деньги, вы должны понимать, что это мои деньги, я их заслужил, это то, что принадлежит мне, и они полностью мои. Даже попробуйте вот такое сейчас проделать и посмотреть, насколько вы вообще воспринимаете свои деньги действительно своими. То есть, грубо говоря, там открыть кошелек, достать вот эти купюры, или там, я не знаю, если у вас нету налички, зайти в Сбербанк онлайн, посмотреть, сколько у вас денег на карте, да, и насколько вот задать себе вопрос, насколько я осознаю, действительно ли эти деньги являются моими, действительно ли я чувствую себя именно хозяином этих денег, или я чувствую, что эти деньги мне кто-то дал, или как-то они у меня вот появились ненадолго, да, и как бы я этим деньгам должен. Понимаете, есть чувство, что я этим деньгам должен, и вот это вот, эти деньги, вот они у меня есть, но они как бы отдельно от меня, а них деньги, а есть я, да, а есть где-то там деньги, а вот он я, то есть если есть четкое понимание, что я хозяин этих денег, значит я хозяин положения, значит я это тот, кто над, понимаете, тот, кто держит контроль, власть, то есть тот, кто контролирует эти деньги, тот, кто имеет право ими распоряжаться. Если же этого чувства нет, то у меня для вас печальные новости. То есть вам нужно поработать со своим ощущением вот этим, чтобы почувствовать себя хозяином этих денег и тем, кто имеет полное право ими распоряжаться, кто действительно владеет этими деньгами и кто действительно ими управляет. И пока у вас вот это ощущение не появится, вам надо, пытаться вот прям вот, я не знаю, взять их или там посмотреть там на Сбербанк онлайн и прям попытаться вот это ощутить, вот это чувство самое главное, да, поработать над этим мышлением. У кого возникнет, то есть ощущение, что эти деньги там, допустим, там не мои или как-то там мне не принадлежат, попробуйте
задать себе вопрос, то есть почему это так, да, что именно этому способствует, почему я не могу ощутить, что вот это, да, что я этим владею. И здесь надо выходить на свои какие-то убеждения внутренние, да, которые вам мешают осознать то, что вы являетесь здесь главным, грубо говоря. Можно использовать техники свободного письма и так далее для этих проработок. Есть у меня видео на канале, которое называется, там, по-моему, самые лучшие техники для самопомощи, то есть именно для саморазвития, что как можно какие-то вот такие вот программы мышления, да, какие-то ошибки мышления самому прорабатывать. Там я даю прям конкретные техники. Вот, каким образом это можно сделать. Так вот, дальше, да, когда вы чувствуете себя, что да, я хозяин этих денег, и да, действительно, я вот здесь главный, грубо говоря, здесь мы можем перейти к другому моменту. Вот я помню, когда я была молодая, вот есть особенно такие проблемы, да, что вот люди, у которых, допустим, маленькие зарплаты, у которых там небольшие оклады, там, ну и все, они себя очень часто ограничивают. То есть вот я помню, когда мне там было лет 17, и я начала полноценно уже работать на полный рабочий день, грубо говоря, начала получать свою первую нормальную там, условно нормальную, там это, конечно, копейки были, но полноценную уже какую-то зарплату, тогда я жила с папой еще. Вот, но тем не менее, я всегда поражалась такому факту, что у меня, допустим, родители, да, зарабатывали мало, но они никогда себя не баловали, ничего нового не пробовали. Вот у них был там определенный набор продуктов, допустим, там морковки какие-то, свеклы, еще что-то, да, вот что они там покупали. И при этом, когда я им говорила, давайте что-нибудь попробуем, давайте вот попробуем, я не знаю, кальмаров каких-нибудь, ну да, дороговато, что там, ну давайте, 200 рублей там, допустим, оно стоит, но я же не говорю каждый день этих кальмаров в рассоле там есть или что-то там такое пробовать, какой-нибудь там морской коктейль там и так далее, то есть давайте попробуем. Нет, вот оно там стоит, я не знаю, там 100 рублей там на те деньги, да, дорого все, но я как-то всегда думала о том, что раз в месяц или там раз в жизни ты должен что-нибудь попробовать, иначе для чего ты вообще работаешь, то есть я не говорю о том, чтобы, знаете, там, как некоторые вот эти вот нарциссические менеджеры, которые сыпят бисер, говорят там, вот, иди там, накупи все лакшери, самое крутое, самое там, это, зачем людям, у которых там мало денег, допустим, или, ну, не совсем там какие-то бешеные зарплаты, там, по 500 тысяч, да, как они там говорят, ой, да у меня там деньги, доход, там, 5 миллионов там, долларов в год, там, или 10 миллионов долларов в год, и людям там с зарплатой, там, 30, 40, 50 тысяч рублей в месяц советуют там идти, я не знаю, вести себя как богатый и сорить деньгами, да, то есть это вообще противопоказано совершенно вот людям таким, это все бред, то есть человек навязывает какое-то вот потребление, да, но здесь я советую позволять себе какие-то такие вещи не для того, чтобы там сорить деньгами или прочее, а позволять себе те вещи, которые ты действительно хочешь, то есть, но делать это с умом. То есть не прям как вот есть у меня одна знакомая, она абсолютно не умеет, у нее абсолютно нет финансового мышления, и у нее деньги абсолютно не держатся в кармане. Это вот результат такого, что человек, у которого, ну, не такая уж и большая зарплата, да, но он себе, в принципе, ни о чем не отказывает, сорит деньгами направо и налево и не видит вот этого вот стоп-крана, грубо говоря, где он заходит в магазин, и ему просто все хочется купить. Здесь мы говорим о том, что нам нужно именно выбрать, а что я действительно хочу, что мне действительно надо, то есть, что бы я действительно хотел попробовать, я не знаю. Это именно для подсознания очень-очень сильно хорошо будет, когда подсознание наше начинает что-то получать, то есть оно говорит, ого, у меня нет ограничений, я могу себе вот это и вот это и вот это позволить, да, я могу себе какие-нибудь миди позволить, там, да, раз в месяц, может быть, да, там, когда там денежка немножко появится, я могу шикануть, грубо говоря, купить себе что-то, что
является каким-то, ну, не знаю, какой-то там вкусняшкой, какой-то там дорогой вкусняшкой, да, лучше, но тут сразу оговорюсь, не покупать алкоголь. Вот в этом плане не покупать алкоголь, потому что алкоголь это все-таки так или иначе, это дешевый дофамин. Это первое. А во-вторых, алкоголь это то, что интоксикацию вызывает в организме. А нам именно надо организм поощрять изнутри на уровне, грубо говоря, внутреннего подсознательного мышления, чтобы наш организм запоминал то, что я могу себе что-то полезное именно, да, вкусное и полезное позволять. То есть какие-то вот вещи, которые не вызовут на следующий день, да, глубокую интоксикацию и желание там каких-то таблеток там или еще чего-то там наесться. Нет, в этом плане лучше не надо. То есть если вы будете что-то такое покупать, то именно смотрите, чтобы это не вызывало интоксикацию или не было вредно, да, ну, прямую там угрозу для организма не несло. Вот, я в свое время, вот, там мне было 17 лет, я таким образом там покупала, допустим, сыр, мне нравился там сыр, он дорого стоил, прям это, я не знаю даже, как это сказать, но он там, по-моему, на те деньги, это когда зарплата у всех по 12 тысяч была, и у меня в том числе, вот, он стоил 200 рублей, маленькая 100-граммовая пачечка, это был козий сыр, такой дорогой достаточно, и я любила, вот его намазываешь утром на хлеб, и он был очень-очень вкусный, прям, и я себе его покупала, я знала, что это дорого, я знала, что, да, это как бы, ну, типа как что-то какая-то очень-очень такая вещь, я не знаю, деликатесная, но тем не менее, я считала, что я работаю, я молодец, я зарабатываю деньги, и я могу себе позволить, да, именно на эти деньги покупать что-то, что мне действительно нравится. Это очень важно для того, чтобы ощущать именно свою полезность, да, для того, чтобы ваше мышление, сам организм, внутренние вот эти вот все подсознания понимало, что я работаю, я зарабатываю, да, может мало, да, еще что-то, но я могу удовлетворять какие-то свои внутренние потребности, которые я действительно хочу, вот. Потому что очень много людей, особенно это касается людей, которые, допустим, мало зарабатывают, то есть у которых там не сильно высокий доход, да даже бывают и люди, у которых достаточно высокий доход, но они сидят в программах того, что вот мне нельзя, что вот там детям надо, всем надо, там, я не знаю, везде все надо, а мне не надо, то есть они себя во всем ограничивают, то есть они себе там лишнюю шоколадку не купят, лишний там какой-нибудь, я не знаю, банан не купят, да, проходя мимо в магазине, будут вздыхать и говорить, ну вот, и потратят в итоге всю свою зарплату, все заработанные деньги там за месяц на все что угодно, кроме себя, то есть они потратят там ЖКХ, детям, там на еще что-то, на одежду какую-то, которая прям вот первой необходимости, что-то надо, на продукты, но именно на те продукты, чтобы просто вот съесть вот все то же самое, что мы едим каждый месяц и выжить, да, то есть ограничивая себя в том, чтобы немножко себя где-то побаловать или где-то себе дать момент, что я заработал, и дать себе почувствовать, что я могу собой гордиться, вот я отработал, я могу себе подарить вот эту шоколадку, грубо говоря, или я могу себе позволить, вот я такой молодец, я столько там работал в этом месяце, вот я пошел там, я не знаю, в пиццерию, съел пиццу, вот себя поощрил таким образом, они просто себе этого не позволяют, что приводит на самом деле к хронической неудовлетворенности вообще, и не только как бы собой, но человек начинает чувствовать на уровне подсознания, что вот я работаю, да, но я этих денег не вижу, я не вижу для себя никакой, не то чтобы выгоды, знаете, а я не вижу того, что, а что я вообще делаю для себя, да, а что мне достается от того, что я работаю, то есть человек перестает ощущать собственную эффективность. Это очень и очень болезненный процесс. И я могу сказать, что многие, опять же, давайте поменем этих чудесных людей, нарциссические вот эти вот менеджеры,
рассыпатели бисера начинают говорить: вот, ты там на свою первую зарплату или там вот ты пошел, доход то свой первый взял, пойди купи себе люксовое платье какое-то, пойди купи себе там потрать там на что-то такое брендовое, на что-то такое супер дорогое, на что-то такое лакшери там и так далее. Я полностью с этим не соглашусь на самом деле, потому что все люди разные. Вот вам вот эту вот хрень пихают прям, да, и в рот, и в гриву, но на самом деле это никакого отношения к финансовому мышлению вообще не имеет. Дело не в люксовых шмотках, не еще в чем-то. На самом деле не в люксе счастья, и почему-то вот эти люди, которые просто вот засыпают вот этим вот всем лакшери, роскоши там и так далее, бисером, Инстаграма, Ютуба и так далее, это часто забывают и не понимают, что счастье не в люксах, не в Картье, не в Диоре, не в еще о чем-то, да, счастье бывает в гораздо меньшем, даже в том же самом, что печенька с шоколадкой купить, понимаете, вот я вот как мать 3 детей, которая зарывается просто между где-то работой, где-то детьми и всем остальным, я понимаю, насколько бывает вот просто счастье, да, выбраться из дома, пойти и купить себе сникерс грёбаный и просто его съесть, понимаете, вот, чтобы у тебя его никто не отобрал, не переживал, не размазал по стенам и так далее, и это счастье, и они этого, ну, не знаю, не хотят знать, или, ну, у них там определенный образ, вот этот вот маркетинг, там, который там требует от них вот этого бисера и так далее, но к чему я это все вам говорю, ребята, не ведитесь на всю эту чухню, но очень важно то, что для того, чтобы чувствовать себя молодцом, и чувствовать то, что я молодец, я вот столько всего делаю, я там, я не знаю, зарабатываю там деньги, да, я зарабатываю там еще что-то, я делаю очень-очень много, я могу себе позволить, я вышел, пошел и съел этот сникерс, понимаете? Вот, так, как я захотел. И в этот момент я себя поощрил, я сказал, я этого достоин. И в этом вся разница. Дело не в том, что я должен пойти и покупать шмотки, какие-то вещи, какие-то там Картье, которые мне нахер на самом деле не нужны, да, а дело в том, чтобы исполнить именно свои настоящие желания. А для того, чтобы нам исполнять именно свои настоящие желания, мы должны начинать их чувствовать. То есть мы должны начинать задавать себе вопрос, а что я хочу? А чего бы вот я сейчас хотел? А что бы я хотел скушать? А что бы я хотел еще, да? И мы должны себе начинать эти вопросы задавать. И вот здесь, наверное, да, где-то, получив зарплату или еще что-то, да, очень хорошим вариантом было бы, вот как я в свои там 17 лет ходила, там, да, получала там зарплату, шла и думала, а что же я хочу вот сейчас, вот я получила зарплату, не просто вот потратить все, гулять так гулять, да, это крайне неправильный вариант, потому что как бы здесь, опять же, мы возвращаемся к тому, что человек не знает, чего он хочет. Вот когда деньги идут сквозь пальцы, и человек просто там, о, вот это хочу, вот это хочу, вот это хочу, да, и он просто сметает с полок все, вот насколько деньги есть, все уходит сквозь пальцы, это значит, что человек на самом деле не знает, чего он хочет. Потому что человек, который четко знает, что ему надо, да, у него четко есть понимание целей, то, что я хочу реализовать, то, что мне нужно сделать и так далее, он не будет все вот эти ресурсы свои разбазаривать направо и налево, метать вот этот бисер, да, тоже там сорить деньгами, потому что люди, у которых есть цель, они четко знают, куда им нужно тратить средства, а деньги — это в первую очередь средства, да, для достижения целей. Это не цель, деньги никогда не могут быть целью, иначе, если у кого-то из вас, вот это, кстати, очень важный момент, заострите на нем внимание, может для кого-то это показаться, да, это херня, ну да, деньги там, да, Надежда там сказала, можно мимо ушей. Нет, это основа финансового мышления, это самая основа основ. И если вы познаете вот этот вот, я не знаю, вот эту строчку, вы познаете всю суть вообще обращения с деньгами, да, как оно должно происходить. Деньги никогда не должны быть целью. Для Вселенной, для реализации намерения, если у тебя в кармане есть рубль, значит, у тебя есть деньги. Никогда деньги не должны стать целью. Деньги — это всегда средство для достижения каких-то целей. Поэтому, когда вы себе ставите цели, и когда вы хотите чего-то, да,
реализовать в этой жизни, вы должны ставить четкую цель. То есть я хочу вот это и вот это. Даже если мы перейдем на мышление там вот этих вот нарциссических денежных потоков, то я хочу Cartier, и вот Cartier должно стать целью, да, или что там у них, Dior, Cartier должно стать целью, а деньги — это средства, да, которые должны прийти на достижение этой цели. Но здесь нюанс. Cartier — это не цель, это состояние должно быть. То есть я человек, который может себе позволить, да, ну не то, что может себе позволить, а я человек, который вот такой, который ходит в этом Cartier или так далее. То есть это определенная замена финансового статуса, это определенный рост, а рост — это в первую очередь рост мышления. И когда мы говорим о состояниях, человек должен ломать в себе старые состояния и переходить на новые состояния. Но эти состояния не ломаются таким образом, что вот я хочу там быть миллионером или веди себя как миллионер, стань миллионером. Это тоже все не работает. Я могу сказать, что я в своей жизни перешагнула 3 финансовых состояния. Вот четко, когда прям переломные были моменты, это я из, грубо говоря, там ощущения полной нищеты, когда ты там считаешь себя человеком, который вот на уровне, я не знаю, там людей, которые там от зарплаты до зарплаты, знаете, там деньги вечно занимают там у всех везде, до какого-то состояния среднего, когда ты как бы себе можешь жить спокойно и там где-то даже, то есть что-то себе позволять, покупать, копить, да, деньги, то есть что ты в каком-то таком более-менее ровном живешь состоянии, но все равно где-то от зарплаты до зарплаты, до состояние уже покупки каких-то крупных, это опять же у меня уже 3-й, да, был шаг, это когда, что я там сама себе купила машину, я уже являюсь не просто там человеком, который там живет и более-менее стабилен, но он уже достигает чего-то, то есть в 23 года купить самому себе машину, я считаю достижением, тем более для девочки, обычно как бы мальчикам, да, мальчики как-то там и то, если парень сам себе там купил машину, то в 20 ну, даже там в 21-22 года, это достаточно такой, считается, хороший момент, ничего себе, он молодец, да, то есть только-только вот начал работать, начал что-то кого-то, и вот машину себе купил, молодец парень, а девчонка, чтобы девчонка себе там в 20 лет купила машину, это достаточно очень большая редкость, я этим горжусь, на самом деле, что я смогла себе купить машину, это был не задрипанный Жигули, который на тот момент можно было там купить, я не знаю, за тысяч, наверное, 30 или 40, и не за 100 тысяч я купила машину, вот, даже не за 150, то есть я купила 200 с чем-то тысяч тогда, это был достаточно, ну, такой вариант, то есть там за 400 можно было, ну, в 2 раза больше, но можно было купить уже новую, прям новую, Нового года, вот она, грубо говоря, вышла, вот, поэтому это было достаточно такой момент, даже вот парни, которые там покупали, там за 100 покупали, вот, дешевле, ну вот, это тоже у меня был такой момент, прям когда я перешагнула свой финансовый рост, то есть я такая, ага, то есть я прям почувствовала вот этот момент, как ты шагаешь на ступеньку выше, то есть у тебя меняется состояние, каким человеком ты сейчас себя чувствуешь, каким человеком ты себя считаешь в своем, опять же, финансовом положении, и не только финансовом положении, но и финансовом ощущении, да, себя, а какой я человек, к какому, грубо говоря, слою вот этому вот я отношусь, и когда дальше, то есть я перебарывала еще один, то есть вот еще, ну, мне вот, наверное, самое тяжелое досталось, это следующая ступенька, когда уже мне приходилось выбираться из круга, то есть это один из самых сложных моментов, вот как раз-таки Рыбаков, да, кто там спрашивал, вот он тоже об этом рассказывал, что когда ты хочешь изменить, то есть когда тебе хочется изменить что-то вокруг себя, меняй свое окружение, то есть потому что окружение — это как те раки, которые будут тебя тянуть вот на дно этого ведра, и вот как раз-таки в тот момент, когда я преодолевала свой последний вот этот вот шажочек, то есть
на смене вот этого мышления там, да, то есть, ну, я не скажу, что я поменяла там полностью окружение или как-то с родственниками я там все равно со всеми общаюсь, все, но я уже понимала, что мы с этими людьми в плане понимания финансов, ощущения финансов находимся на разных планетах. И да, если мы хотим действительно роста, я думаю, что многие здесь кто занимается вот ростом, да, своим, делает, да, даже не в финансовом плане там роста, а даже вот духовный рост, когда вот ты начинаешь шире мышления, да, у тебя расширяться мышление начинает, ты начинаешь более широко как-то воспринимать все, более как-то смотреть, ты все равно видишь, как так или иначе, то есть твое окружение начинает меняться, как люди, с которыми ты раньше общался, да, они начинают как-то вот отваливаться от тебя, грубо говоря, или ты сам начинаешь от них отходить, потому что ты уже понимаешь, что вы с ними живете в разных вселенных, да, в разных, вообще такое ощущение, на разных планетах, то есть потому что они видят этот мир по-своему, а вы уже начинаете видеть его абсолютно по-другому, то есть для каждого мир свой. И из-за того, что вы уже не можете в одном и том же мире, да, друг друга восприятия именно существовать, начинается вот это вот немножко отдаление. И к этому тоже надо быть готовым, потому что так или иначе, то есть если ты хочешь шагнуть на шаг выше, да, стать на голову выше, чем ты был вчера, нужно быть готовым к тому, что твое мышление очень сильно изменится, и как и окружение. И еще, ребята, вот хотела еще один момент рассказать свой, да, помимо того, что я всегда поощряла себя, что вот я молодец, и я что-то себе покупаю, даже могу рассказать вот один случай, это был первый донат с Ютуба вообще, который я получила, я тогда только-только начала вести канал, начала что-то рассказывать, все, и мне, помню, один парень, друг мой хороший, он кинул мне денег на микрофон, я купила микрофон, поблагодарила его, а второй донат, я прям, это мне было дико неожиданно, мне кинули 17 тысяч, я тогда вообще, это, кстати, был самый крупный донат, до сих пор это самый крупный донат вообще, который я получала за все время, вот, и я настолько была в каком-то таком шоке суммы с того, что человек вообще, ну, как-то отправил, да, вот, если он меня слышит, спасибо тебе большое, никогда тебя не забуду, на самом деле, очень тогда мне был большой, как бы, вот я почувствовала значимость того, что я делаю, вот на тот момент, то есть я только начинала, я не понимала, нужно людям, не нужно, и как бы кто-то вот мне скинул эти деньги, я почувствовала значимость того, что я делаю, потому что если человек, да, он вот таким образом благодарит, то есть он поблагодарил, поблагодарил финансово еще и в таком объеме, значит, для него я как бы что-то важное, да, какое-то открытие, может быть, для него, или что-то важное он понял из моих слов, или еще что-то. И мне было на тот момент очень сильно большая мотивация. Это, по-моему, 21 год, только начало всего. Вот, моего вообще развития на ютубе было. И я что пошла сделать? То есть у меня первая мысль была, знаете, как у каждой мамашки, и хранительницы семейного очага. Так, ага, детям надо вот это купить, там, ага, вот это вот у нас там дыры еще есть какие-то, вот сюда надо деньги, вот сюда, ага, сейчас мы там быстренько эти деньги в какие-то там финансовые дыры свои запихаем, да, ну, грубо говоря, там все равно, что там есть какие-то постоянные покупки, там все, ну, то есть семейный бюджет и запихать вот в семейные дыры. Потом я такая себя, стоп, думаю, так, стоять, стопэ, моя дорогая, какие семейные дыры, о чем мы говорим, да? Это твои деньги, тебе их дали, хотели тебя порадовать. Тебе не дали их на то, чтобы ты побежала быстрее там детям новую куртку покупать. Тебе их не дали на то, чтобы ты там быстрее какие-то там финансовые дыры закрывал или еще что-то. Тебе дали на то, чтобы тебя порадовать. И естественно, у нас там не было, знаете, вот каких-то там прям финансовых дыр, или чтобы мы там сидели без денег и не на что было там куртки купить или еще что-то. Нет, конечно же, все это было. Здесь чисто момент вот быстроты мысли, да, потратить не на себя, потратить там на какие-то нужды.
Но я себя остановила, я пошла, и вот это моё, я это делаю, да, мой канал, то есть всё, человек решил меня поблагодарить. И для того, чтобы мне чувствовать, что то, что я делаю, приносит действительно мне пользу, и приносит не только пользу, но и я, плюсом вот это вот ощущение того, что ты, а, не просто так вот эти силы куда-то тратишь, да, ты можешь удовлетворять какие-то потребности, это тебе что-то даёт. Я пошла тогда в торговый центр и, просто вот ходила, смотрела какие-то вещи, смотрела вот на какие-то платья, не платья, кофты, и вот что я хочу купить. Вот я удовлетворю какое-то свои желания, да, и после этого я уже буду тратить на что-то другое. Я тогда так и потратила. Но на самом деле, так как я человек, который очень хорошо понимает, что я хочу, то есть у меня есть понимание того, всегда, то есть нужно мне это или не нужно. И я после этого, кстати, озвучу этот момент. Наверное, ролик будет долгий на самом деле, немножко, но кто захочет действительно понять, то есть правильно ли вы где-то мыслите, либо где-то что-то посмотреть для себя, подслушать еще, да, немножко расширить свой кругозор мысли о деньгах, то советую дослушать. Так вот, и тогда я купила себе там буквально что-то там 1000 на 3, там что-то каких-то вещей, пришла довольная вообще, как суслик, счастливая улыбка от уха до уха просто. Вот, я удовлетворила момент того, что вот я себе все купила, и потом уже остальные деньги, которые остались, а это практически вся сумма, да, то есть 3000 я там всего из 17 потратила, пошла уже на нужды семьи, то есть пошла уже в общую копилку и там далее. Вот, то есть это как раз-таки о моменте том, что нужно понимать, что ты хочешь для того, чтобы, допустим, просто все не тратить. И здесь еще, наверное, был момент вот с я хочу вот это и вот это у меня, да, очень четкий, когда я тренировала себя именно на том, что для меня нет абсолютно никаких преград. То есть это тоже был момент моего мышления. Тогда мне было, наверное, лет 19, вот так. Я уже зарабатывала, не сказать, что много по тем деньгам, опять же, да, но это где-то пускай будет средняя зарплата. Вот. У нас там в городе это что было около 20 тысяч, то есть сумма не такая уж и большая, достаточно. Это вот как раз то время, когда я копила на машину, было. Я сама отучилась на права. Вот, мне никто эти права там не оплачивал. Я и сдавала на права все деньги там, на обучение все это сама оплачивала. И также еще параллельно копила на машину. Так вот, у меня был такой момент, что я ходила по магазинам. Я помню, первый раз я вот этот момент очень-очень ярко запомнила, когда я поняла, что это очень-очень полезная практика именно для себя, да, для своего мышления, для того, чтобы понимать свою внутреннюю силу и снимать ограничения, которые стояли, потому что у меня, как я уже говорила, родители никогда там не были супер богатыми и так далее. Очень часто они вот там покупали только какой-то ограниченный набор продуктов, вот, который там они считали, что вот это можно, а вот это уже что-то там излишества какие-то, да, это уже что-то там для богатых там и так далее, но не для меня. И то есть вот это, уже одно это говорит о том, что у них очень много в голове ограничений, в том числе по мышлению, и того, что я себе не могу позволить. То есть, ой-ой-ой, у меня до сих пор вот папа уже сколько лет, да, но он там, ой-ой-ой-ой, диван там дорого, все дорого, вот там это. Когда я там озвучиваю ему какие-то суммы, которые там, допустим, мы там на мебель тратим, у него сразу же просто холодный пот бежит, потому что для него даже там какие-то, не знаю, суммы 20 тысяч является сразу же, ой-ой-ой, это что-то дорого. Так вот, я ходила по магазинам, и я помню, тогда мы пошли в какой-то магазин электроники, я шла туда со знакомыми, они там что-то хотели посмотреть, и я шла и просто вот иду, и понимаю, то есть я уже на тот момент сколько-то там накопила, у меня уже нормально было порядком, наверное, на карте сбережений на машину. И я вот шла и понимала, я вот это могу купить, вот прямо сейчас могу взять и купить.
да, вот там телевизор какой-то или вот там синтезаторы стояли, вот просто блажь. Но я на самом деле очень сильно всегда хотела фортепиано, пианино или синтезатор себе купить. Вот, все это никак не куплю, да и детские пианино покупала, дети их быстренько убивали, вот, но тем не менее, мне нравится вот звук этой музыки, и всегда было желание приобрести инструмент. Я вот смотрю, там стоят синтезаторы, я понимаю, я вот сейчас, если захочу, вот прямо здесь сейчас, я просто могу это купить. Неважно, у меня есть на это деньги. И я поняла одну важную вещь для себя, что я могу на самом деле купить очень много всего, и мне ничего не будет мешать это сделать, да. Хочу синтезатор, куплю синтезатор. Захочу какой-то диван на эти деньги, куплю диван. Захочу еще что-то, куплю, да. То есть, да, я не куплю машину, мне придется заново на нее копить, но я могу себе очень многое позволить. И по сути ничего нет, чтобы меня в этом ограничивало, кроме меня самой. И для меня это было важное открытие. После этого я очень часто ходила просто вот где-то по магазинам, допустим, и до сих пор я хожу в вот какие-то магазины, допустим, какие-то, я не знаю, даже вот по торговым центрам, там брендированные какие-то магазины брендов, там, где там, я не знаю, ботинки там какие-то стоят там по 50 тысяч, да, по 30, я просто захожу иногда, смотрю, что там вообще висит, что там есть, вот, у нас тут их открыли целую кучу, и я понимаю, что я это не куплю. Мне не нужны там, допустим, кроссовки там за 30 или за 40 тысяч, если вот только они мне там как-то капец понравятся, вот. Но в целом я понимаю, что мне есть куда, да, лучше вложить эти деньги. Именно не потратить, а вложить, да, где они будут работать с большей пользой для меня, да, куда мне рациональнее будет для себя вложить эти деньги с учетом моей собственной прибыли. И это не только прибыль там финансовая, да, но прибыль, я не знаю, там, допустим, ремонт в квартире, да, это тоже прибыль, допустим, она более весомая, чем покупка каких-то брендовых кроссовок. Или, допустим, там покупка каких-то, я не знаю, может быть, ну, во что-то вложение, да, опять же, в там какое-то оборудование, допустим, да, для аудио работы вот со звуком, допустим, то, что вот я вам записываю, там новый ноутбук, там или еще что-то, то есть куда мне вложить более выгоднее, да, а не просто там обвешаться цацками быстрее, пока у меня есть деньги. Это бредово на самом деле, ну, это как-то для меня, потому что это уже излишки, то есть когда у тебя прям есть куда, то тогда можно, а если так, то есть, ну, тогда смысла нету в этом, и зачастую на самом деле вот эти вот люди, которые создают картинку того, как там лакшери, все не лакшери, они эти вещи вообще берут в аренду, на самом деле они покупают, вот, или берут какие-то подделки, реплики так называемые, которые там продаются в разы дешевле, чем вот эта там какая-то супер лакширная шмотка, ну, неважно, то есть это все такое, да, больше от хотеловки, но куда рационально вложить и куда рационально потратить, допустим, в отпуск. Я хочу там что-нибудь посмотреть, мир посмотреть, да. Или там, допустим, я не знаю, купить там себе участок какой-то, что-то там на нем снять. Или там, допустим, что-то там улучшить, делегировать, я не знаю, какую-то свою работу. В последнее время я как бы пытаюсь для того, чтобы заняться наконец-то тем, чтобы создать уже полноценный способ избавиться от зависимости. Я записала аудио, вот, для того, чтобы создать продукт вот, на уровне воздействия на подсознание, для того, чтобы люди там могли бросать курить по щелчку пальцев, да, бросать алкоголь и так далее. То есть у меня есть техники, которые позволяют это делать, точнее, одна техника, тем более вот еще ее доработать до максимума, да, чтобы прям человек понял, как это все работает, и уже это на нем сработало. На самом деле легче, наверное, способа вообще нет. Это все чисто тоже момент воздействия внутренних блоков, да, внутреннего понимания себя и так далее. То есть работа с нашим внутренним миром.
И там у меня уже по этой методике там просто огромное количество людей бросили курить и употреблять там алкоголь. Даже там был факт того, что человек отказался от более пагубных привычек. Вот, все это оформить, то есть мне понадобилось делегировать свои обязанности. То есть на том же самом Ютубе и так далее. Это тоже все ресурс, то есть, да, который ты тратишь на то, чтобы улучшить свою жизнь, сделать ее проще и так далее. То есть это все очень важно, то есть куда вы эти свои ресурсы вкладываете. То есть, а деньги на самом деле это один из ресурсов. А в большинстве своем у нас ресурсы это энергия, вот, которая преобразуется в финансы. И тут момент того, что вот кто, да, я там не знаю, что-то там, каким образом мне почувствовать, что вот деньги это то, чем я владею, то есть это ваша энергия. Вы эту энергию реализуете в пространстве, и из нее уже, из этой энергии, да, вы аккумулируете ресурсы, то есть которые вам даются, да, от взаимодействия с реальностью для того, чтобы вы в этой реальности все больше и больше там что-то брали от нее, что-то в ней реализовали и так далее. И то есть это КПД, грубо говоря, вашего воздействия с реальностью, деньги. Это то, что на самом деле является вашим, да, то есть ваше время, ваша энергия, ваши вот какие-то стремления, желания и так далее. И оно не должно уходить в никуда. Никогда. То есть вы всегда должны чувствовать отдачу от того, что вы делаете. То есть вы должны чувствовать, что то, что я делаю, действительно мне что-то приносит. Удовлетворение какое-то внутреннее, да, ощущение, что есть важность того, что я делаю, да, важность какая-то моей работы, моей энергии и так далее, она не уходит впустую. Также, что я что-то с этого получаю, да, я не просто так отдаю в никуда эту энергию, я что-то имею с этого, я получаю назад ресурс какой-то, да, еще что-то, то есть это закон сохранения энергии, да, закон обмена, грубо говоря. Многие говорят, что должен быть энергообмен всегда, то есть не просто человек в никуда отдает свою энергию и ничего за это не получает, да, такого не должно быть. И если вы в своем, вот это тоже как бы финансовое мышление, основа финансового мышления. Если вы чувствуете или, допустим, считаете, что какие-то люди, да, просто так вам что-то должны, допустим, да, без какого-то энергообмена, вот просто они вам что-то должны, и все, как бы, да, а вы не то чтобы ничего, а вообще даже спасибо в ответ там не должны, и вот просто вот он дает и все, да, а я как бы, ну, что, он еще и должен мне давать. Это говорит в первую очередь о том, что вы сами так делаете, то есть, что на самом деле это все происходит с вами. В первую очередь, что для вас это норма, потому что вы свое время, свою энергию, свое внутреннее просто так отдаете, а ничего в обмен не получаете. Не чувствуете, что вам в обмен что-то на это вообще даже спасибо какое-то перепадает. И вы живете в том, что это якобы какая-то норма, поэтому вы это дальше уже и на других людей распространяете. Ну, если ко мне такое отношение, если я вот так вот чувствую себя, да, что это норма, значит и для других это норма. Но дело в том, что пока вы внутри себя будете это чувствовать за норму, то есть, да, для себя, что вот я трачу свою энергию, что-то кого-то, и мне за это ничего я не чувствую, никакой отдачи для себя, ничего, что вообще для меня происходит, вот здесь уже это болезненный вариант, момент, который вам надо решать внутри для себя. И я уже сказала сегодня, да, какими путями это можно достичь, начальными, да, хотя бы сменить ощущение себя. И еще тоже ходите по магазинам. Не обязательно, вот как говорят там бьюти-блогеры, вот эти, бьюти-блогеры, говорю, говорят вот эти вот маркетинговые нарциссические блогеры, что вот там надо обязательно Феррари покупать там или еще какую-то херню, или веди себя как миллионер, иди и сожри краба на свою зарплату 20 тысяч и так далее. Не надо так делать, но вы можете
да, идти в магазин, допустим, да, и думать, а я ведь могу себе вот это позволить и вот это позволить. И вообще, если задуматься, у меня и на вот это деньги есть, и на вот это деньги есть, да, это не обязательно покупать, понимаете, тратить на это деньги. Достаточно просто позволить себе это мысленно, что вот если я прям захочу, я пойду и куплю это, да. И именно не просто хочу и куплю, но не куплю, да, а именно как бы разрешить себе это, что я действительно могу это сделать, и меня ничего в этом не останавливает. И когда вы как бы, ну, кроме самого меня, потому что я понимаю, что сейчас мне нужны эти деньги какие-то на другие ресурсы, да, но я могу себе это позволить, да, и начинать позволять себе что-то, да, поощрять себя, позволять себе и где-то хвалить себя, даже какой-то вот маленькой вкусняшкой или чем-то за то, что какой я молодец. И тогда вы почувствуете, как вы станете все больше и больше, вот эта вот уверенность внутренняя в себе появится, да, и вы начнете чувствовать уже вот эту связь с собственными средствами, собственными финансами, с тем, что мой ресурс принадлежит мне, и я могу распоряжаться этим ресурсом, что это мой ресурс, я этот ресурс могу тратить на что я хочу и так далее. И побольше задавать вопрос, а что же я хочу на самом деле? А действительно ли мне нужна вот эта шоколадка, да? То есть действительно ли это мое желание? А действительно ли я хочу купить там какой-нибудь вот стиральный порошок, или это просто маркетинг, который мне навязан, да? Где мои и где чужие желания? То есть почему я, допустим, кушаю именно вот это? Действительно ли мне нравится такая еда, или просто мне кто-то там в свое время сказал, что вот надо так кушать, это дешево там или еще что-то, да, и вот поэтому я так кушаю. Потому что мы зачастую очень часто живем ту жизнь, которую мы не хотим, да. Мы питаемся так, как мы не хотим питаться, потому что нам сказали, что это правильно, или потому что все так питаются, или потому что это дешево и так далее. И не задумываемся об альтернативах, что можно, допустим, так же дешево, но как-то по-другому, допустим, питаться или еще что-то. То есть приносить себе какую-то не только пользу, наверное, но и радость. Вот, а это очень и очень важно. Ну, а у меня на этом все. Я надеюсь, вам этот ролик поможет стать поближе к себе, да, может, поможет где-то получше понять себя, если вы действительно задумаетесь над тем, что я сегодня сказала. Ну, а я вас всех обнимаю, люблю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.